Всем привет! Сегодня мы поговорим о знаменитых акварельных красках «Белые ночи». Я знаю, что на них очень много обзоров, но я очень постараюсь сказать вам что-то интересное. И постараюсь подвести итоги и сделать конкретные выводы, которые могут пригодиться вам, если вы вдруг раздумываете над тем, какую акварель выбрать. Бренд, который производит акварельные краски «Белые ночи», называется «Невская палитра». Акварель они производят уже 80 лет. Но сам лакокрасочный завод был открыт в 1900 году одним англичанином. То есть самому заводу уже более 100 лет. Представляете, какая богатая история. И вот уже 100 лет он находится на набережной Черной речки. Кстати, там поблизости состоялась трагическая дуэль Пушкина и Дантеса. Так что в тех местах все дышит историей. Мне повезло, в Питере я жила неподалеку и не раз бывала в том месте, потому что там при заводе есть еще и неплохой магазин для художников. Линейки Невской палитры. Кроме акварели «Белые ночи», Невская палитра имеет еще несколько известных линеек. Скорее всего, вы все о них знаете. Это профессиональная линейка «Мастер-класс», в которой есть разные виды красок, кроме акварели. «Ладога» — это что-то между ученической и профлинейкой, в которой есть также масло и акварель. Ученическая линейка «Сонет», в которой есть полный набор различных материалов, необходимых для обучающихся, вплоть до сухой пастели. Линейка для хобби декола, в которой в основном акрил, и детская линейка «Цветик». Обратите внимание, именно в линейке «Сонет» есть всякие недорогие художественные аксессуары, какие-то мастихины, фартуки, пеналы. «Сонет» — это бюджетная палочка-выручалочка для школьников и студентов. «Сонет», на мой взгляд, за свои скромные деньги, это одна из лучших акварелей. Конечно, она не для профи, но для начинающих на первое время просто замечательно. Хотя в линейке «Сонет», на мой взгляд, есть продукты, совершенно не заслуживающие внимания. Давайте посмотрим упаковку. «Белые ночи» продаются в разных упаковках с разными названиями. Скорее всего, вы все об этом уже знаете, но я все же упомяну. Насчет акварели «Ленинград» на всякий случай. Акварель «Ленинград» и «Санкт-Петербург» — это акварель «Белые ночи», просто в ретро-упаковке. Наполнение у них у всех одинаковое. «Белые ночи» вы можете купить немного дешевле, если купите эту акварель в картонной упаковке. А потом, по желанию, можно докупить большую пластиковую коробку с большой палитрой. Я сделала немного не так, я купила акварельки поштучно, а потом докупила вот эту большую пластиковую упаковку. Стоит коробка в районе 500 рублей. Это дешевле, чем у любого западного производителя, потому что западные производители тоже продают коробки отдельно. Коробка, кстати, сильно напоминает Котман на 45 цветов. Она прям очень похожа. На мой взгляд, не самый удобный дизайн, она довольно громоздкая, хотя она красивая. В этом я полностью согласна. В этой коробке умещаются две огромные палитры с перегородками, которые предотвращают смешивание замесов. Одну из палитр можно легко убрать. Не очень хорошо, что кюветки никак не крепятся к коробке и могут болтаться. В моем инстаграме, а у меня есть инстаграм, кстати, кто не знает, подписывайтесь, там я выкладываю свои работы и информацию о художественных материалах. Так вот, в моем инстаграме вы предложили клеить кюветки «Белых ночей» на двухсторонний скотч. Но я люблю, когда кюветки можно достать, потому что у меня на каждой написано название и информация о цвете. Мне бы было удобнее, если бы были крепления какие-то. Верхняя панель закругляется, что означает, что на нее ничего нельзя положить сверху. Это осложняет хранение. На эти коробки, если честно, ругаются все, кому не лень. И я не удивлюсь, если они будут недолго радовать нас своим присутствием. Я заполнила всю свою коробку рандомными цветами. Это никакой не набор. Еще производитель предлагает походную пластиковую коробочку. Ее я тоже купила и заполнила. Она стоила всего 150 рублей. Здесь тоже есть небольшое пространство для замесов. Тут кюветки более устойчиво сидят в коробке. Вот таким образом можно поменять кюветки. У нее тоже слегка круглая крышечка. Есть пространство, чтобы положить складную кисть. Палитра и выкраска. На данный момент общая палитра «Белых ночей» в кюветах насчитывает 66 цветов. Это немного для профессиональной акварели. У меня из них 46 цветов плюс 2 металлика, которые я выкрашу. Я набирала ее по простому принципу, взяла все, что было в наличии, поэтому системы здесь нет, и некоторые цвета не светостойкие. Яркость. Недостаточная яркость цветов «Белых ночей» — это одна из основных претензий к этим краскам. То есть краски имеют какие-то приглушенные цвета. Однако некоторые говорят, что это даже хорошо, что это такая вот более спокойная палитра. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, я покажу вам выкраски других профессиональных марок, и мы сравним их в целом.
Так все становится более очевидным, правда? Но если не подносить более яркие образцы, то это, конечно, не так заметно. Другие марки более яркие. И под яркими я не подразумеваю неоновые детские цвета вырви глаз. Это именно более звонкие, насыщенные цвета. Из них вы всегда можете намешать серые и нейтральные. А вот получить из приглушенных яркие уже не получится. И поскольку эта проблема давно назрела, Невская палитра выпустила новые цвета с учетом этих замечаний. В них явно чувствуется разворот к более ярким оттенкам. Новые цвета — это дополнительные 9 цветов. Все они, кроме одного, однопигментные. И они уже есть в тубах. Это очень важно и говорит о том, что производитель действительно прислушивается к тому, что говорит потребитель. «Белые ночи» критиковали за то, что их палитра расширяется за счет составления сложно сочиненных цветов, которые в смесях могут давать грязь и вести себя непредсказуемо. Поясню, о чем я. В палитре есть однопигментный желтый и есть однопигментный зеленый. И чтобы увеличить разнообразие цветов, создается желто-зеленый на основе вот этих двух пигментов, которые уже фигурируют в палитре. В итоге новый цвет не является уникальным и может быть создан путем смешивания уже имеющихся. Он сам по себе не представляет никакой ценности. Но если не читать этикетки, то палитра, конечно, выглядит более разнообразной. Так вот, после того, как новые цвета поступили в продажу, стало понятно, что такого больше не будет. Сейчас пришла пора превращать количество в качество. Новые цвета — это новый уровень, на который выходит марка. Это однопигментные, яркие и интересные цвета с максимальным количеством звезд светостойкости, но по прежней цене. Реакция на новые цвета очень позитивная. Я видела только положительные отклики. То, что бренд относится с уважением к мнению покупателей, это очень круто. И сразу понятно, что Инстаграм тут не только для красивых картиночек, но и для сбора обратной связи. Металлики. В проф-линейке отсутствуют металлики, но они есть в линейке Sonnet. Я их тоже покажу. Мне очень нравятся металлики от Sonnet. Я их уже показывала в другом своем видео. Их смело можно доложить в набор с профессиональными белыми ночами. Они яркие, укрывистые, переливающиеся. Вот тут я покажу, какие они по сравнению с металликами от шминки. Металлики шминки, как мне кажется, они более какие-то искристые. Но они не настолько более искристые, насколько более дорогие. Светостойкость — это тоже тот параметр, за который белые ночи критикуются, потому что в палитре есть цвета и целых 8 штук с одной звездочкой светостойкости, которые не рекомендуются для использования в профессиональных работах. Ну а если вы не профи, все равно неприятно, когда создали пейзаж, повесили его над своим столом, чтобы он радовал ваш глаз, а он у вас через полгода выгорает. Будь моя воля, я бы их вообще из палитры убрала, все-таки не все же читают этикетки. А человек, который не прочитал этикетку, его может постичь потом глубокое разочарование. Пусть будет меньше цветов в палитре, но зато проверенные. Кстати, здесь есть цвета из грануляции, вы можете это видеть. Некоторые довольно плохо набираются. Это тоже один из недостатков. Ставший уже притчей в языцах цирулиум, который не раскритиковал только ленивый, действительно довольно тяжело набирается на кисть. В связи с чем его рекомендуется брать в жидком виде в тюбиках, и так со всеми цветами, которые не очень хорошо набираются. Цирулиум, честно говоря, вообще ни по каким параметрам не хорош, я его вам не советую брать. Он еще и по цвету такой ненасыщенный, не яркий, какой-то невзрачный. В общем, пропускайте его мимо, если будете в магазине. Так какие же цвета брать для начала? Я бы посоветовала 6 базовых цветов, как я всегда их советую. Желтый, синий, красный в теплом и холодном оттенках. Какой-нибудь из темно-коричневых, охру, пару зеленых, желто-зеленый и синий-зеленый. Это если по минимуму. Если вы совершенно не знаете, какая у вас основная палитра и что вы ей будете писать. Это по цветам. Но вам нужно также обратить внимание и на характеристики. По возможности выбирайте однопигментные, неукрывистые, во избежание грязи и жухлости в смесях. И желательно с 3 звездами светостойкости. Инстаграм и сайт. Невская палитра имеет свой Инстаграм, который они активно ведут. На сайте у них есть довольно много информации, колор-чарты, мастер-классы, много разной документации, есть связь с потребителем, и все выглядит постоянно обновляемым, развивающимся и современным. Недавно в Инстаграме, например, был вопрос о том, какой размер кювет был бы удобен потребителям. Дело в том, что белые ночи продаются только в одном стандартном размере кювет, в то время как зарубежные производители предлагают полукюветы и большие размеры кювет. Многие высказали мысль о том, что им не хватает полукювет. И это, конечно, хорошо. Полукюветы очень удобны, если вам нужен дорожный набор и необходима экономия
пространство. Или если вы используете миниатюрные форматы и ваши рисунки содержат множество мелких деталей, исходя из чего вы используете тонкие кисти. Но, как мне кажется, было бы так круто запустить в продажу гигантские кюветы, потому что, работая на больших форматах, художник пользуется кистью с большим диаметром, которая гораздо более удобно будет помещаться в гигантскую кюветку. Мне кажется, такой размер нашел бы своих фанатов. Но мы немного отвлеклись. Давайте поговорим еще раз о новинках. У Невской палитры постоянно выходят какие-то новинки. Я уже упомянула о новых цветах, но еще недавно акварель «Белые ночи» была только в кюветах. Но с ростом популярности акварели в тубах Невская палитра отреагировала на рынок и выпустила новые упаковки. Сейчас они продолжают наращивать палитру акварели в тубах, и скоро, я думаю, будут все цвета, которые есть в кюветах. Хотя, возможно, в тубах уже есть все цвета, нужно проверить. У меня их пока нет, поэтому не могу вам показать. Итак, все-таки акварель «Белые ночи», она относится к профессиональной или студенческой линейке? Очень часто можно слышать слова о том, что мы любим наши белые ночи, акварель хорошая, но до мировых профессиональных брендов она не дотягивает. И именно из-за того, что некоторые цвета не светостойкие, слишком много 2- и 3-пигментных цветов в палитре, а сами цвета приглушенные, а палитра не такая разнообразная. И по всем этим параметрам «Белые ночи» квалифицируются как студенческая краска. И если сравнивать со студенческими красками, то Невская палитра однозначно лидер. Но производители «Белых ночей» заявляют свои краски как профессиональные, и они не готовы довольствоваться званием лучших студенческих. Они борются за то, чтобы называться достойными профессиональными. «Белые ночи» за рубежом. «Белые ночи» — самые популярные акварельные краски в России, но производителям и этого недостаточно. Невская палитра активно экспортируется. «Белые ночи» продаются в 44 странах мира, и их география постоянно растет. Я недавно была в Финляндии и могу подтвердить, там акварель «Белые ночи» можно найти практически в любом магазине для художников. Кстати, я нашла информацию о том, что раньше «Белые ночи» продавались за рубежом под маркой «Ярко» и выглядели вот так. Интересно, почему все поменяли? По-моему, «Ярко» — очень цепляющее название. В Германии «Белые ночи» продаются вот в такой упаковке, называются «Игорь Трестой». Я не знаю, поправьте меня, если я говорю неправильно. В общем, пути маркетинга неисповедимы. И каких только белых ночей по миру мы не можем встретить. Видите, что их продают на Jackson Art. Да что там, они есть даже на Али. Они находятся в открытой и жесткой конкуренции с мировыми брендами. В этом потоке им приходится живо отвечать требованиям, потому что за рубежом им не дают никаких скидок. Их совершенно никто не знает. Нет этого ностальгического ореола, который окутывает эти краски для русского потребителя. Также в нашей стране идет огромная поддержка белых ночей со стороны преподавателей, которые рекомендуют студентам именно эту марку и никакую другую. За рубежом всего этого нет. Потребителя можно взять только качеством. И именно это, как мне кажется, подстегивает их к развитию. И как я уже сказала, они во что бы то ни стало хотят стать лучше именно профессиональной акварелью. И это круто. Они ставят себе именно высокие цели. А кто ставит себе высокие цели, многого добивается. Выводы и мое отношение к этой марке. В конце я хотела бы сделать выводы, потому что в основном, когда люди смотрят обзоры на материалы, люди хотят знать, покупать им этот материал или лучше взять другой. Вот так вот просто, да. И я скажу, несмотря на недостатки, о которых я сегодня рассказывала, эта акварель, на мой взгляд, лучшая для студентов. А вот для профи уже на любителей, в зависимости от потребностей художника. Некоторые профессионалы работают только на белых ночах, и им удобно, они делают прекрасные работы. Некоторые имеют там несколько кювет белых ночей в своей палитре. У всех все по-разному. Но даже если вы не собираетесь зацикливаться на одном бренде, Невская палитра — это хороший вариант, чтобы на начальном этапе как следует поработать, выявить свои цвета, фавориты, определить палитру и уже с умом набирать необходимые цвета у более дорогих брендов. Потому что если брать все подряд у профбрендов, можно разориться, поверьте мне. Где одна туба стоит там 1000-1500 рублей, это... Вы представляете, набрать 12 цветов базовой палитры, да? Одним словом, если вы начинающий, это просто отличный выбор. Ван Гог и тем более Котман все-таки дороже. То есть Котман может стоить столько же, но помните, что это полукюветы. А значит, вы получите в 2 раза меньше краски. Я сама люблю эту акварель, пользуюсь и горжусь отечественным производителем и верю, что они будут развиваться и со временем составят конкуренцию мировым профессиональным линейкам. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, и всем пока.